ох, киенне чуморхашкер. Догон дадмы жлегишсен, цундуа кичу бәргишкер. Лигиш дадмыш, дезденне. Ужлят цилигит виларсо, куану ждуху хайпер аз. Сакильгиш, садок дуагде. Эрчлят, лигиш баш. Я расскажу о своем Джамалдине, о моем, о том, которого я запомнил, которого я узнал и которого по сегодняшний день, преклоняясь перед величайшим его талантом, перед личностью этой, которую я испытывал. Меня поражала какая-то удивительная простота его в общении с людьми. Язык, который он употреблял, как говорится, речь его, которую он употреблял в общении с людьми. Там не было никакой помпезности никогда, там не было, он намеренно умел не снизойти до собеседника, а оставаться самим собой. Вот эта удивительная способность человека быть всегда самим собой и при этом притягивать к себе людей, это была черта Джамалдина, в отличие от многих других. И когда я уже знакомился с его поэзией, меня все время поражала вот эта невероятная чистота, легкость, удивительная какая-то возвышенная его поэзия и удивительная, контрастирующая с этой высотой, контрастирующая его приземленность, его простота, его какая-то его обыденность, что ли. Наверное, это было качество человека, который внутри имел огромный заряд. Природа так одарила его. Я прочитаю второе стихотворение, которое мне тоже очень понравилось. И вот то, что здесь проводится аналогия с Есениным, она как раз вот в этом стихотворении мне особо кажется явной. Мухоть губы собаки, саилые маяиха, мафила дык салейки, вадяхи, фатхамяха. Мукуна да садок, самек бы, мухоза, мукадай басакок, мух, хуба, хоза. Дук вахасу, хох, дыни, хасан дез, да ирис, мумон, дяхи, хасан дез. Такой перевод Арсения Тарковского к этому стихотворению звучит так. Как теперь глубок мой взор, как мой трезвый ум спокоен. Ты скажи, родной простор, я теперь тебя достоин? Сердце молодо мое, я навеки счастлив, зная, как прекрасное бытие и отчизна золотая. Жизнь, я так тебя люблю, как ребенок мать родную. На ладонь приляг в мою, и тебя я поцелую. Для тебя, для милой Лейлы, берегу луга в цвету. Для тебя, для милой Лейлы, на лугу вино плиту. Взор на мне останови, милая Лейла, преклони глаза твои, умираю от любви, милая Лейла. Лейла, 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 Лейла,
Для тебя земля цветов, для тебя, милая Лейлы, для тебя сладчайший плод. Взор на мне останови, милая Лейла, преклони глаза твои, умираю от любви, милая Лейла. Слушая здесь на ингушском языке, слушая песню и вспоминая Марьям, я вдруг подумала о том, что устами Джамалдина Янгиева говорит ингушский народ. А это очень важно. Пока у народа есть свой поэт, да, который поет его песни, народ жив. И свидетельством или доказательством этого, если хотите, являются многие вещи. Но я не удержусь, чтобы не сказать несколько слов на таджикском языке, несколько строк нашего древнейшего поэта Фирдоуси, который свою великую шахнаме закончил такими словами. Басиранч бурдам бадин солси, аджамзид дакардам бадин порси, нами рамазин паскима зиндам, китухми сухранро харокандам. По-русски немножко попространнее прочитаю, несколько больше строк. Надежность дворцы с течением дней, от ветра рушится от солнца и дождей, но мной воздвигнутый поэзии дворец не дрогнет от невзгод, что шлет на мир Творец. Я 30 лет трудился, я отдал много сил, а Джан Фарсийскими стихами воскресил. Теперь я не умру, я буду жить всегда, нетленных слов посеяв семена. Я думаю, что нетленные слова – это самое главное, что может создать для своего народа поэт. Возьмем памятники, памятники в любой сфере искусства. Вот, скажем, древнейшие памятники архитектуры. Какими годами мы их исчисляем? 2000 лет, 3000 лет, да? Памятники живописи, примерно то же самое, самые древние, если возьмем. А памятники слова не имеют возраста. И чем нетленнее слова, тем больше, чем более долгая жизнь им уготована. Об этом и Ахматова писала, вспоминаются ее такие строки. Ржавеет золото и сливает сталь, крошится мрамор, к смерти все готово, всего прочнее на земле печаль и долговечней царственное слово. Джамалдин Янгиев, пока жив он, жив и ингушский народ, и слава ему. Совете ломочка, лячи дек, вот тут ирен сито сек. Совете ломочка, ширешал да суть, эхнга сатусис, эхо тут. Тигнен доксенна, не и уйлисенна, сигве кагае, мехцекусы, алазят, вагаркхагус, сдавяхай. Сегасей эхачхан, елен вявся мистинан. Мой отец был абсолютно не пафосный человек. Это было такое, знаете, равенство со всеми, и со всем миром, и со всеми чинами и бесчинными людьми, которое, конечно же, оставило во мне, во всяком случае, очень большой, глубокий след, потому что это был абсолютно демократический, абсолютно такой, знаете, разговор с миром на равных. У него не было чинов, у него не было чинопочитания, он был одинаково
приветлив, одинаково неприветлив, если тому были причины, невзирая на ранги, со всеми людьми. Вот это самое главное и очень сильное впечатление в моей жизни. Это подлинный демократизм, это абсолютная отзывчивость вот, к человеческому горю, понимаете? Это я тоже помню очень хорошо. Он очень умел сострадать. Это первое. Второе, он, наверное, несмотря на свои абсолютно такие могучие крестьянские корни, да, он, видимо, все-таки вот шел к этому, к интеллигентскому восприятию мира, когда вот понимание подлинного интеллигента, когда абсолютно точное, а потом, когда ты это прочитала, уже после его смерти, интеллигент занимает очень мало места в пространстве, не навязывает себя. Вот он был из таких. Он никогда не заполнял собой пространство, понимаете? Он вообще очень-очень такой пластичный был человек, он хорошо чувствовал вообще пространство, да, и он в любой аудитории, в любой ситуации он никогда не делал вот такую значительную мину, да, то есть он был интеллигентный человек, это второе. И третье, он был бесконечно добрый человек, потому что он достаточно сказать, что вот депортации, где я родилась, во Фрунзе, они жили тогда с мамой, и что пережил он, это, в общем, можно только себе представить, потому что он был поэт, и кроме стихов он вообще ничего не мог делать, это было сплошное изгойство для него, помимо поражения там во всех правах, он не печатался, он не мог, и вот, когда я родилась, он тащил всех в роддом и кричал: у меня родилась дочь рафаэлевской красоты, и, значит, вот к маме он тащил вот буквально всех, это все какие-то вот прохожие, все какие-то там друзья и не друзья, они были, он считал, что они должны разделить его радость. То есть вот с этим импульсом я родилась, понимаете, и я всегда была, вот я чувствовала вот силу его, и, может быть, поэтому я как-то себя уверенно чувствовала в жизни. Потому что я знала, что вот всегда он принимает вот любой мой поступок, мой любой какой-нибудь закидон, завихрон, потому что он был бесконечно добрый. Как тяжкая капля из тучи, когда созревает гроза, из глаз ее ясных и жгучих первая пала слеза. Я бросился, чтоб удержать ее, ладони подставил моля. Прожгла она руки и сердце, и в черные пала поля. Это стихи моего папы. Вагос, моча пчами, асун сердце шуртин, садыга хеты жчами, неон яукус азмин. Дагдва, ламче сатосыш, Буахьет абита, хэншур совезеш, асун хэну яйца. Вэй ингличами бехап, садыга човья совелховеш, шариш шейдердят, вэй пастадеш, гиут.